тряпочки, трусики 50-летних людей. Все это ломаем. Только не пытайтесь троллить, у вас это не выйдет лучше, чем у меня. И смотрите, скотч, реально упаковочный скотч, красота. Негде воздуху заходить. Дом не может нормально дышать. То есть я не понимаю, как они такое сделали. Но посмотрите, какие здесь щели, какие жуткие щели. Он не дышит, он вообще не дышит. Сколько финских марок взятки Юсси получил за приемку такого. Да-да, это каркасный дом, облицованный кирпичом, дом полувековой давности. Хотя и не выглядит таковым, это старые окна, это новые. Мы узнаем, как устроен его каркас, какие косяки допущены. Узнаем устройство вот этих вот странных окошечек. А также будет некий подготовительный материал к установке металлопластиковых окон в этот каркасный дом. Материал я в первую очередь записываю как некий архив для себя, для доказательства потом кому-то, чего-то, например, страховой компании. Но так как есть у меня канал, почему бы не поделиться с вами, поэтому оценивайте адекватно, правильно. Может быть, кому-то просто это будет интересно, может быть, даже полезно. Поэтому оставляйте свои комментарии, лайки. Или, как у вас очень любимое слово есть, критикуйте. Только троллить не пытайтесь, у вас все равно это не получится лучше, чем у меня. И мы начнем с разбора вот этого вот внешнего узла, облицовки, откоса, можно так сказать, этого окна. И постепенно будем добираться до устройства и окна, и самого каркаса. Я специально пока еще оставил следующую планку, чтобы показать, как здесь было это устроено. Когда я убрал вот этот, ну, назовем его, наверное, штапик. Значит, на всех окнах со всех сторон он не до конца доходит. Это явно для вентиляции, для правильной вентиляции, чтобы ничего не плесневело. Там он доходит до конца. Вот этот вот козырек, защищающий, сейчас давайте я его сниму, защищающий кирпич, на чем он там держится, я это пока не очень понимаю. Так, вот так вот я, значит, это убрал. Где он вот там вот загнан. Давайте я попробую увеличить. Это слишком, ну ладно. Он вот там вот загнан под дерево. Ну, это логично. То есть здесь он все закрывает, и в плане там, чтобы это дышало, такого ничего сверху я не вижу, но должен быть заход вентиляции вообще-то в цоколе. Здесь вот ничего нету, там кирпич, цоколь. И у меня есть в одном месте, она все время выпадает, я покажу сейчас. Ну, давайте я пойду туда. Вот по пути еще одно маленькое окно, которое я буду заменять. Видите, тоже вот здесь вот вентиляция. Вот. Я еще, по-моему, не рассказал, да, там вот этот вот. Ну, плохо вы видите, да. Вы видите плохо. Там вот этот вот ветряной, я не знаю, как он называется, но это типа гипрока, но это не гипрок, конечно же. Это такой мягкий материал, черный такой, очень мягкий, он легко ломается. Листы просто как гипрока. Я когда делал гараж, тогда использовал его вот против ветра, собственно, он. Вот, значит, расстояние. Во сколько там? Сантиметра 3. По-моему, в Финляндии 3 сантиметра делают. И потом он идет. Значит, вот здесь вот задувается во всех окнах. Ну, вход. А входа и нет. Есть, вот смотрите, два таких отверстия. Одно и второе. Это в цоколь, я не исследовал дальше, где оно заканчивается. А вот это связано с сауной. Это не для вентиляции, вентиляционного зазора. Масло масляное получилось. И смотрите, вот эта вот южная стена подвержена всегда солнцу, снегу, водам все-таки правильно. И смотрите, трещины здесь, трещины везде, потому что дышит, это все дышит, там давление создается. Вот эта штука, кстати, иногда сама вываливается, несколько раз уже вываливалась. Это все вот следствие давления, перепадов в разных погодных условиях. И негде воздуху заходить. Вот если бы он там где-то зашел, вот, ну, негде ему здесь заходить.
дом не может нормально дышать. То есть я не понимаю, как они такое сделали. Вот. Опа, окошечко-то уже и новое, да, к этому мы еще придем. То есть вот, вот около окон, по сути, и больше негде. Я попытался исправить ситуацию с помощью, есть вот такие вот ретрофиты, заказал их даже из Британии. Просверливаешь дырки, но надо очень много дырок просверливать, очень много, чтобы дом дышал. Я попробовал, сам лук мне не очень понравился, причем он при забивании трескается, пластик все-таки какой-то хрупкий они заюзали. Сейчас покажу еще в одном месте, где я попробовал поставить. Вот, еще здесь поставил, это самое первое попробовал поставить, вообще все раскрошил. В общем, вид мне их не нравится совершенно. Сверлить много дырок идея мне тоже не нравится. И таким образом я точно туда жучкам делаю проход. Хотя как бы оно так сдизайнено, чтобы по крайней мере змеи туда не заползали. В общем, непонятная ситуация. Может ли исправить, если вот наставить этих дырок очень часто. Исправить ситуацию с запахом там плесени или с дышанием такого дома. Видите, стена, которая находится на северной части, здесь никакой кирпич не трескает, потому что здесь перепадов таких практически не бывает. И вот опять же, что мы тут видим? Ну, здесь мы особо не видим, здесь вообще все закупорено, никаких заходов. Здесь воздуха совершенно нету. Сейчас вернемся к разборке. Смотрите теперь, что мы получаем, когда я снял этот профиль. Может быть, кажется, что здесь что-то сгнило, но кроме штапика здесь ничего не сгнило. Здесь все сухо и хорошо. Профиль имеет вот какой-то такой, точнее, вот этот наличник имеет вот такой какой-то интересный профиль. Зачем-то с этим вот выступом. Здесь, соответственно, паз. Я так полагаю, что это часть окна, коробки окна. Как эти устроены финские окна? Я так думаю, что это изначально 75 года. Ну, наверное, никто их не менял. У них вот это называется тули ласи или противоветренное стекло. И вот слышите, да, его? И вот оно вот шумит, мешает спать. И вот когда ветер, оно хрустит. Это вот отвратительно. Кстати, со стороны спальни я поменял на стеклопакет, но не сильно помогло. Ну, вот этот я имел в виду стеклопакет, видите, тоненький. Сохраним эту информацию тоже на память. Вот в штапике был установлен вместо обычного стекла. Но все равно, чувствуете, да? Звуки какие. Потом идет в середине одно стекло и потом еще одно стекло. Просто 3 отдельных стекла. Поэтому у них жалюзи внутри. Эту вот фичу, которая очень нравится супруге, к сожалению, мы потеряем. Действительно, это лучше. Они не грязнятся. Ну ладно, не будем об этом спорить. Вот здесь что? Здесь получается как бы вот эта вот пакля с какими-то еще тряпками. Я не знаю, что это за материал в те годы. Вот этот вот тули леви. Тоже опять же тули, то есть ветер противоветряной. Вот там я вижу, значит, наверное, это обсадка. Я так полагаю. Ну да, судя по всему, это рама. Вот там, ну не обсадка, это сам каркас. Зачем? Здесь не обсадка. Сам каркас видно вот там вот идет. Вот. И ветряной зазор. Давайте, кстати, мы его и померяем. Ну да, 3 сантиметра. Правильно, я где-то слышал, что в Финляндии его делали 3 сантиметра. Дальше в этом видео пойдет информация о продумывании замеров нового окна, которое сейчас установлено. Но на тот момент у меня не было вытащено даже старое окно. Сейчас давайте пойдем к другому. Вот здесь вот все еще это старое. И я там буду говорить о том, что я хотел сохранить элементы отделки изнутри, чтобы вот это вот все не ломать. Потому что, видите, здесь это все проблематично. И я даже не знал к тому моменту, что и как здесь устроено. И вот хотя это не относится напрямую к устройству окна и дома, ну, к основной теме видео, я все равно включаю эту главу, там будут некоторые интересные моменты, и на нее я буду ссылочку ставить уже из видео про установку окон, про подбор правильных замеров. Смотрите, если у меня вот это расстояние подоконника 196
Но, я не знаю, сказал или еще скажу, когда я подбирал окна, я их взял 191, потому чтобы внутри ничего не разламывать. Ну, наверное, не знаю, я как ролик смонтирую, либо это было, либо еще покажу, почему именно так. Соответственно, у меня здесь, ну, 196 минус 191, 5 остается по 2,5, значит, расстояние от стен. Это то, где у меня начинается окно. И смотрите, значит, вот у меня окно начнется, соответственно, на отметке 2,5, да, и мне нужен еще, собственно, эти 2,5 где-то зазор. То есть получается, да, у меня целиком выбрасывается вот эта рама, судя по всему. Это я еще посмотрю по ситуации. Значит, у меня окно начинается где-то здесь. Это, соответственно, зазор, который я должен буду пенить и придумать здесь какой-то декоративный элемент и ни в коем случае не запенивать вот это. Вот такую глупость я видел у очень многих. Они берут и запенивают вот здесь вот. Ну, они запенивают все вообще, везде все. А здесь получается такая ситуация, но вот это вот очень странная, конечно, ситуация. Здесь-то получается, что вода туда попадает. Это-то совсем плохо, если туда вода и снег попадает. И, не знаю, но однозначно все здесь герметизировать абсолютно нельзя. Это должно как раз-таки все дышать. Как я сделаю, я еще пока не знаю. Я буду думать. То есть мне надо обеспечить, чтобы и дышало, и чтобы там, наверное, уже все равно все натекло воды. Но это не означает, что я буду продолжать так же делать. Буду придумывать. Сейчас мы вернемся на анализ устройства вот этих вот старых окон с обратной стороны. И будет долгая вставочка про попытку придумать четверть, самостоятельную четверть для установки нового металлопластикового окна. То есть была идея поставить его в самостоятельно сделанную четверть, а не просто в открытый проем, об устройстве которого я к тому моменту еще даже и не знал. Я эту главу включаю сюда. Опять же, вы можете скипнуть ее в описании на следующий тайм-код. Включаю сюда, потому что, может быть, у кого-то возникала такая идея. А что, если сделать самому четверть здесь? Сразу же скажу, идея отвратительная, но можете посмотреть. Ну и смотрите, какая, да, здесь щелище. То есть, да, оно может быть противоветренное, но явно эта технология, ну, по теплоизоляционным характеристикам такое СБ. Вот так вот. У меня, кстати, была идея придумать самодельную четверть сюда. Каким-то образом. Я не знал, что именно у меня здесь уйдет и что откуда будет начинаться. Но раз коробка уходит и вот там, значит, будет элемент каркаса, то теоретически мне какую-то форму, которая обеспечит там и вентиляцию, и вот здесь вот декоративный элемент, какую-то форму четверти, в которой просто с той стороны упрется стекло, придумать можно. Но здесь поди еще найди столера. Да? Если брать какой-то там брус и из него что-то вырезать. К тому же сложность в том, что я вряд ли ее продумаю прямо сейчас, а снять окно и потом бегать 3 недели, ну, как бы не очень-то хочется без окна 3 недели жить, да? Поэтому, скорее всего, мне нужно будет ставить как без четверти и потом декоративный элемент придумывать. Я попытался все-таки проработать идею с четвертью. Видите, здесь такое граффити майя, но форма здесь сложная. Ну, как сложная? В принципе, не особо, но я не знаю, насколько она будет повторяться в других местах и на других окнах. Например, перепад от этого кирпича до оттуда. Ну, расстояние, да, это будет повторяться, а вот выступ, скорее всего, будет повторяться. Но вот идея
какие-то такие, а потом пришел к такой идее, которую, в принципе, я даже смогу изготовить сам, потому что пазы я сделать не смогу, а такие прорезы, конечно, получится. Здесь получаем по ширине 40, а по длине, но вот этот вот кусок я, кстати, тоже не узнаю заранее какой. Можно его сделать максимальным, а потом уже по месту там обрезать, когда окно будет снято и станет понятно. Вот все-таки прорабатываю идеи с четвертью. Отодрал вверх посмотреть, не увижу ли чудес там. Ну, там такой же штапик, потом такой же профиль, чудес не увидел. Все там устроено точно так же. Я решил для начала так называемый Proof of Concept просто на своей такой вот погремушечке попробовать. Нужно проработать, да, план. То есть сперва я на расстоянии 40, сейчас я уже на следующий перешел этап, на расстоянии 40 на высоту 10 делаю рез. Это будет, соответственно, вот этот вот. Вот я его сделал. А теперь наоборот, на расстоянии 10 на высоту 40, чтобы вот это вот, соответственно, отрезать. Ну, выставление высоты здесь происходит с помощью линейки, и здесь нет такого жесткого фиксатора этой высоты, поэтому, ну, просто proof of concept, посмотреть форму, как получится. Ну, что-то да получается, но, конечно, такими сподручными технологиями получается так себе, видите, потому что очень сложно четко выставить и 10, и 4 здесь. Но попробую дальше проработать форму, посмотреть вживую на нее. Дальше зависит от исходного материала. У меня получилось, ну, это временно, да, для пробы. О длине пока не думал, 48 стандартный брусок. Поэтому я подправлю, чтобы вот здесь вот было 28. Вот это вот, да, под окно, собственно. Значит, вот этот вот пропил, получается, на длину 40, вот он сделан, плюс надо здесь 10, то бишь вот это мы имеем 50, и отсюда выбрать 28. То есть что я сейчас сделаю? Я вот от этого края, значит, здесь я выставляю тогда 50, и от этого края на глубину 28 мне пропил надо сделать. Ну, у меня было такое опасение, когда я на чертеже это делал, но хотел посмотреть вживую. Видите, здесь получается очень маленький переход. Это, конечно, плохо. Что мы можем сделать? Я подумаю. Я закончу сейчас эту форму. То есть следующий срез у нас будет... Еще подумаю. Но в реальности здесь мы на глубину 20 заходили. Теперь надо вот этот выбирать кусок. Значит, здесь остается 20. Значит, на расстоянии 20 вот это отрезать. Здесь легче замерить. Я это замерил 45. То есть я выставляю высоту 45 и 20 расстояние здесь. Убираю это. Ну, давайте помедитируем над этим, хотя, конечно, как чисто рыбак-теоретик, учитывая, что у нас проем пока что не открыт, и я никакой не столер. Сделал я еще вариант, где этот мосток будет больше. Значит, теперь вживую можно понимать, какая идея. Ну, давайте с помощью коротенькой объясним. То есть, вот эта часть, которая будет длиннее, когда, если или когда будет больше брусок, она будет к тому каркасу там прикручена, ну, с каким-то, наверное, утеплителем. Сюда, соответственно, упрется окно. Вот. А вот этот вот переход, это вот выступ кирпича, и вот это расстояние 4, это 3 плюс единица сюда внахлёст. То есть у меня должно получиться, что у меня там, ну, ветряной зазор, естественно, остался. И у меня сюда вот внахлёст ушла эта моя такая четверть. И, наверное, здесь можно какой-нибудь там под каким-то углом для красоты снять тоже фаску.
в принципе, идея должна быть рабочей. Возможно, даже так сделать по всему периметру. Делать самому или нет, сперва я подумал, нет, я не буду, потому что идеально не получится. А потом я понял, а идеально-то не надо. Здесь вот это проблем никаких не доставляет. То, что вот здесь вот стык, окно же будет с запасом, естественно, то есть с обеспечением. Кстати, а где у меня здесь обеспечивается нужный зазор? Да, хороший вопрос. Надо еще подумать, может быть, все-таки нужно толще брусок. Ну, окно, оно же не будет не впритык стоять, оно должно с зазором, то есть оно должно сюда упереться, там будет еще пениться. А это тоже невидная часть, которая там, в принципе, несет вот функцию только перехода для того, чтобы здесь плотно прилегло к кирпичу. Поэтому теоретически можно даже самому заготовить. Ну или на такой же пиле, только там, где доски пилят, попросить их поделать эти резы. Все, теперь, наверное, долго. До того, как я определюсь, много пройдет времени. Но, скорее всего, надо будет базироваться на решении, где больше вот этот мостик. Это что дает нам? Это дает нам установку окна, соответственно, туда подальше, глубже. Вот, над этим всем я тоже еще подумаю и прикину, если такое решение буду делать, то конкретные тогда размеры укажу, если у кого-то такой же финский дом. И я, кстати, понял, в чем я лопухнулся, почему мне показалось, что по вот этому расстоянию мало, потому что я здесь нарисовал типа окно прижимается, ну, для прижима окна типа 20 миллиметров, а для зазора-то я ничего не оставил. Сложил 20 плюс 20, получил типа 40 мне достаточно, ну или 48, а в реальности нет. У меня вот здесь вот есть рисочка, то есть это то, где у меня окно начнется, так как окно 191, ну вот, короче, 2,5, это отсюда, это получается, где начинается окно. Соответственно, если там 2 сантиметра ему еще сюда добавить, вот, и, короче, у меня вот от той деревяшки только 4 сантиметра, то есть мне в реальности 6 сантиметров нужно толщину делать. Замеры немного другие будут, но суть останется. Да, это неплохо примерять, ну, типа делать proof of concept на каком-то брусочке. Но теперь я сейчас продумаю окончательно, ну не сейчас, или когда-то найду какой-то брусок более подходящий и попробую что-то некое окончательное сделать тогда. Здесь еще мысль пришла, не знаю, кому она будет полезна, потому что столеры-то и сами разберутся. Но в реальности, чтобы уменьшить этот мостик, почему, да, может быть, кто-то спросит, почему я не сделал отступ здесь больше, почему я стремлюсь именно здесь выбрать расстояние. Потому что если я сделаю отступ больше там, да, ну, предположим, вот так вот я вот там наращу, то, соответственно, здесь-то я прихожу к щели, и тогда мне нужно типа P вырез сделать. То есть вот тут, чтобы был P. А это-то я уже точно без столярки не сделаю. Поэтому мой вариант, если без столярки, то идти именно по такому пути, чтобы там оно прижималось, а расстояние выбиралось вот этой частью. Сейчас пойдет 10-минутная вставочка, где я научный, скажем так, практикую подход к изучению того, как сделать мне здесь теплый монтажный шов. Но как я сделал в итоге, будет не совсем так. И вот в видео про монтаж этого окна там будет окончательный вариант показан. Хотя окончательный вариант такой, что на первом окне я сделал так, здесь иначе, а на третьем сделаю еще лучше. В общем, все как всегда. Ссылку тоже сюда буду ставить как раз из того видео, чтобы можно было всю теорию эту посмотреть. Но там будет еще больше информации. Подписывайтесь. Хотя это и не основная тема моего канала. Но у меня основной темы особо и нет. Сейчас мы смотрим вставочку, но если вы пришли сюда просто посмотреть про устройство дома или про то, как что-то тут ломают, то вот это тогда можете скипануть эти 10 минут, и там мы будем ломать. Вот будет там интересно. А дальше я решил подойти совсем основательно. Изучил теплопроводность материалов и в масштабе нарисовал конструкцию дома. Это кирпич.
это каркас, это то, что там у меня внутри отделка. По поводу этой части я еще не совсем в курсе, но не важно. Это, значит, я не знаю, как он по-русски называется, но вот этот вот коричневый гипрок, скажем так, против ветра, мягкий. И это ветровой зазор. Вот здесь, соответственно, как бы сантиметр шага. Здесь получается 4 сантиметра. И это рама, которая 82 миллиметра. И я стал прикидывать различные варианты. Значит, вариант с четвертью, он вообще не подходит. Давайте это пока не буду показывать, потому что дерево имеет большую теплопроводность, чем любые изолирующие материалы и та же пена. Раз, по-моему, в 4 или в 5. Я поисследовал, сейчас уже не в курсе, поэтому не помню. Если я поэтому здесь мастерю любую четверть, а мне ее закрепить нужно за вот этот вот каркас, то я получаю, то есть если вот такую вот я четверть здесь мастерю, любую, ну, какую-то такую, я получаю проникновение через это дерево холода сюда. И это хуже, чем значит, какая-либо пена. Я крутил-вертел очень много. Ну, конечно, диванные эксперты, диванные физики мне подскажут еще больше, но крутил-вертел я с четвертью, не проходит вариант никак. Значит, зачем вообще мне сдалась четверть? Проблема в том, что это кирпич, это металлопластиковая рама. Любые декоративные штуки потом сюда мне прикрепить не в кирпич, нереально. Конечно, реально, но это будет полное убожество. Я не собираюсь этого делать, ни в раму. То есть у меня крепеж любого декоративного элемента здесь, он должен идти куда-нибудь туда. Например, в каркас или еще в какое-то это дерево. Поэтому я думал, идею с четвертью. Но с четвертью из-за вариантов теплоизоляции полностью отпадает. Значит, никакие там дополнительные... Ну, по изготовлению, по наличию материала нереально, потому что вот здесь вот 40, а здесь еще надо 20 захлест. 60 мы имеем. Материал, который вот так вот 60. А вот так вот какие-нибудь там, вот это вот 130, значит, вот здесь вот 3 плюс 1 сантиметров. Вот материал, который здесь 60, а здесь, там, скажем, 150, 130, это, ну, какой-нибудь брус, который поведет, будет с трещинами, клееный брус за безумные деньги. Потому что стандартная доска это 48, там 50 на что-нибудь там типа 125. В общем, по материалам тоже по четверти ничего не получается. Поэтому, значит, смотрите. Ну, потом я думал, окей, тогда мы делаем просто как бы в проем без четверти. То есть ставим, да. Но здесь 4 сантиметра, которые изолировать нормально пеной. 4 сантиметра это уже не по стандарту. По стандарту для окна шириной 1,9 это там от 15 до 20 или 25 миллиметров. Что ГОСТ, по-моему, что финские, что немецкие стандарты. Потому что, ну, пену нормально будет не сделать. Ну, так уж получилось, будет такое окно. Ну да, сейчас я пишу это, когда его еще нет у меня, но оно будет такое. Поэтому здесь надо уменьшить проем или нарастить чем-то здесь это место. Нарастить деревом, если вот так вот нарастить деревом, то опять же получается та же самая ерунда. Мы получаем вот холод сюда, да, через дерево. Это не катит. Здесь будет пена, а здесь дерево. Это не катит. Значит, крутил-вертел я, соответственно, XPS, я не знаю, как он, экструдированный полистирол, по-моему, да, XPS. Ну, должны вы знать, что-то тут не очень видно. Значит, применить для наращивания. Думал, как? Думал, ну, например, вот это все у меня в масштабе здесь, да. Думал, например, это я пока еще до конца не дорисовал, пока еще пробую. Типа там дерево здесь, полистирол потом, или полистирол здесь, дерево здесь. В итоге я определился. Во-первых, я буду ставить за подлицо с серединой вот этого вот тули-леви. По-русски можете перевести знатоки финского. Это как сейчас стоит рама. Значит, по стандарту я долго разбирался, изучал стандарт. Вроде бы как за подлицо с ним надо ставить, а не за подлицо с каркасом.
Ну, в общем-то, здесь явно это сильной роли не играет. Текущая рама стоит посередине. Я тоже подумал, я поставлю посередине. Значит, затем смотрите, какая ситуация. Здесь я сужу проем, чтобы здесь у меня под шов осталось 2 сантиметра. 2-сантиметровым этим полистиролом. Докуда он дойдет, сейчас я это покрою. Короче, смотрите, здесь я, значит, его ставлю. Вот сюда холод вот так не проникает. Ну, в смысле, он, конечно, проникает, но теплоизоляционные свойства здесь отличные. Они лучше, чем вот этой даже деревяшки, да. Вот. Что касается теплоизоляционных свойств рамы, значит, мы на них никак влиять не можем. Это заданные, они есть в стандарте, то есть вот у нее есть характеристика, сколько через этот профиль, там со всеми этими 6 камерами, Джалан 9000, я не знаю, сказал уже или нет, пройдет. Мы на нее не можем повлиять. Мы можем сюда прислонить дерево, это все не важно, потому что как бы здесь уже будет все не важно, у нас есть характеристика этой рамы. Но если мы холод пропускаем, например, вот у нас вот здесь какая-то деревянная конструкция, и, например, здесь тоже дерево, и вот так вот через дерево идет сюда, то мы, конечно, нарушаем ее характеристики, потому что дерево проводит тепло хорошо. Давайте потролльте. И потом оно идет через раму. Вот. В общем, вот эту часть обязательно нужно запенивать. Для этого существует этот тут проем, значит, да. Значит, теплоизоляция, не только для этого, естественно, для подвижности, там все такое, для короче, усадок туда-сюда. Ну, в общем, вы поняли. Так, мысль уже потерял без сценария-то. Вот, значит, смотрите, значит, XPS, да, чисто чтобы уменьшить проем, не деревяшкой, а именно им, чтобы сюда холод не пошел. Получаю нормальный шов, который я могу в несколько слоев запенить. То есть запеню сперва здесь, там подожду, потом пропеню, например, второй раз и потом третий. То есть все будет окей, хорошо. Все, получается, как бы, ну, этот угол пока не смотрите. Например, вот это у нас открыто, если вот у нас вот все вот тут вот открыто ветрам, все, у нас замечательно. Туда защищено, в раму защищено. Все отлично. И плюс мы, конечно, сюда ставим ленту, которая наружу пар выпускает, откуда бы он там ни появился в этой пене. Туда ни воду, ничего не пропускает. Мы это закрываем. Вот так вот я придумал. Значит, докуда здесь для внутренней отделки? Докуда, значит, все это. Ну, пенить понятно, что до сюда, а докуда этот вести слой. Я его буду вести за подлицо с рамой внутри, потому что тогда я имею разные варианты по внутренней отделке, которые я еще не продумал. Я могу сюда какой-то наличник, потом сверху сюда, потом еще там наличник. В общем, это буду потом уже думать. Решил, что окей, лучше будет до этого момента. И, значит, я все равно к челленджу прихожу, но который по-другому никак не решается. Какая декоративная отделка здесь? Существуют эти угольники, которые из бруса 50 пилят. И я линейку приложил, у меня все в масштабе. И у меня здесь окей. 25 у меня здесь окей получается. То есть это получается 50 брус в масштабе 2 к 1, 1 к 2, как так рисовал. Получается окей, я этим могу закрыть, но как я его прикрепить могу? Единственное, здесь нормальный вариант, не рассказывайте мне про клей здесь и здесь, это все-таки шурупом вот туда в каркас. И получается какая ситуация? Я сразу же пробиваю эту ленту, но я захожу, в принципе, в зоне вот этой вот теплоизоляции. То есть холод, поступающий через этот шуруп, он, конечно, сюда придет, но он не особо как бы туда уйдет. Все равно здесь есть изоляция. Сюда он придет в деревяшку. Ну, деревяшка это уже дано. Мы ее улучшить никак не можем. Ну, теоретически там можно, но это мы сейчас не обсуждаем. То есть мне получается сюда все равно шуруп. Ну, я еще думаю, возможно, под него сделать канавку и тоже чем-то там закрыть. Но это уже, скорее всего, больше декоративно, чем
как-то связано с поступлением холода. Других вариантов особо здесь нет. И самая будет проблема, конечно, как же обеспечить все-таки вентиляцию. Еще где-то какие-то надо будет в этом профиле сверлить дырки, там вентиляционные ставить как-то так, потому что внизу я этого не хочу. Но вот такая вот физика, вот такая вот ситуация по реально доступным материалам и какие нужно моменты рассматривать вот в такой вот ситуации. Выламываем старое окно здесь, смотрим, как устроен проем здесь, как потом окажется немножко по-другому, чем в большом окне. Но сперва посмотрим, что тут. Вот такой здесь пирог. Коробку выбить не получилось. Ну, может быть, еще бы больше старался, выбил бы. Думал сохранить ее для сарая. Поэтому разрезал посередине и снимаю. Значит, вот каркас под нее. Вот такой вот материал был здесь уложен. Не знаю, войлока это или что. Под низом. Значит, идет дальше каркас. Здесь, похоже, материала-то никакого вообще не было. Хотя вот тут просматривается тоже войлок. Вот он. Значит, потом дверь хлопнула сквозняком. Ну, потом за каркасом, понятно, вот этот вот тули-леви. Короче, против ветра слой. Ветреный зазор, ветреный 3 сантиметра и облицовка кирпичом. А рама сама при этом сидела на 3 шурупах всего лишь, еще с плоской головкой в те года. Здесь и здесь, внизу ни на чем, ну и без всякой пены, то есть она просто очень плотненько сидела. Наверху, ну да, наверху был шуруп, то есть можно было ее выбить. Вот такая здесь полувековая прелесть. Прелесть, не плесень. В принципе, оно... Так, сейчас... Наверное, даже сухое. Но изоляция, конечно, таким делом никакая. Вот здесь вот брусочки всякие, которыми распирали, устанавливали уровень. Сухие брусочки для полвека это вполне окей. Кто там говорит, сгниют ваши деревяшки. Нет, ребят, это не я такой древний, чтобы полвека назад быть молодым и устанавливать, а вот кто-то другой установил, и проблем особых нет. А теперь мы исследуем сам вентиляционный зазор. Здесь-то сейчас более-менее окей, но не так-то все было, а там-то не так-то все и остается. Вот, посмотрите сюда, посмотрите на эти говешки. Мало того, что тут вентиляционный зазор не добивает до 3 сантиметров, здесь еще ладно более-менее. Но все это забито цементом, вот этим вот раствором. И так везде, не только здесь, это будет там везде. И это еще не самый худший вариант. Посмотрите, какое безобразие здесь. Это, конечно, вам фонарик, но вот тут палец с трудом влезает между тем защитным слоем и кирпичом. Здесь это я вот сейчас уже отколупливал, то есть я отламываю это дело, чтобы вот тут вот прогрунтовать и пленку туда хоть как-то приклеить. Хотя здесь, наверное, мне сдается, ее надо как-то будет на кирпич наклеивать. Или как-то еще по-другому поступать. Но здесь палец с трудом пролезает. Это просто сплошное безобразие. И все вот в этих вот говешках это безобразие. Ничего там не дышит. Вдобавок к тому, что здесь вот ничего нету. Так вот и молотком. За штатив не пойду. Начинается самое интересное. Все это ломаем. Ну, с этой рамой просто беда. Поизвращались предыдущие установщики. Гвоздь откуда-то сюда. Несбиваемые, не откручиваемые плоские шурупы. Здесь вообще гвоздь туда. Это гвоздь из этого бруса в раму. Вот здесь вот какой-то брус. Зачем-то вот так сделана отделка. Посмотрите, какая сухенькая минвата. И какая-то намазка здесь. Кто знает, дайте знать. А вот это вообще картонка. Это класс. Но, между прочим, нужно сказать, все сухое. На удивление. Тряпочки, трусики 50-летних людей.
лифчик. Самый лучший утеплитель. Оу! Гениальная финская инженерная мысль. Полувековая. Устройство москитной сетки. Вот эти деревяшки явно являются профилем самого этого окна, а не просто какими-то штапиками, потому что их не снять. Потом сетка, а потом вот такая решетка. И снова куча портянок старого дедули. Короче, вот здесь вот какой-то еще герметик, то есть каркас, ветрозащита, вентиляционный зазор. С этой стороны это ДСП, наверное, какой-то герметик, но в некоторых местах картон. Вот здесь вот картон. Это вообще непонятно для чего. Картон, герметик, каркас, такой, каркас точнее, это не помню название, в общем. Каркас за ней, надеюсь, герметик. Так вот. Картон при этом сухой. Плесени не видно. Лето, правда, но все равно. И никакой пароизоляционной пленки там не видно. Чего они вот этим вот герметиком здесь добивались? Непонятно. Уход, приход, откуда влаги, тепла. Да, котик, вот такое здесь безобразие. Еще раз облицовка, ветряной зазор, который вовсе не 3, ветрозащита 10 сантиметров. Я надеюсь, это все-таки не каркас, а до сих пор не могу вспомнить слово. Потом в некоторых местах зачем-то картон, потом ДСП крашеный, по-моему. Потом вот что они делали, я не знаю, по всей стене, но здесь, по крайней мере, идет вот этот брус. И окончательная облицовка. ДСП просто крашеная снова. Ну и в конце смотрим еще про вентиляционные зазоры и косяки с ними здесь. И будет еще про устройство окон. Дикое устройство окон. Смотрите на это безобразие на этом окне. Здесь кирпич просто впритык к этому ветрозащитному слою. И вот только вот отвертка целиком даже не влезает. Как такой дом будет дышать? Как это делали? Как приемку осуществляли? Наверняка кузин Юсси был в администрации. Иначе как бы можно было сдать такое? Здесь посмотрите. Смотрите, это просто раствор сразу же упирается в этот слой. Все, как такой дом будет дышать? Он не дышит, он вообще не дышит. Не вентилируется фасад. А это добро откуда там? Сколько финских марок взятки Юсси получил за приемку такого? Смотрите, зазор гуляет. Здесь вообще палец не вставить. Здесь, ладно, палец вставляется. А здесь... Сейчас я вам добавлю света. Здесь, в принципе, пролазит. Но нет, конечно, стамеска целиком не пролазит, но зазор побольше.
Вот посмотрите, у этого ветрового стекла, на который я, тем не менее, поставил стеклопакет, какая щель на улице. Вот так вот оно вот сдизайнено. Я его уже приоткрыл. И вот здесь, смотрите, просто плоскость, никаких решений там по четверти или чему-либо подобному. Здесь это 100% прозрачный силикон был. И смотрите, скотч, реально упаковочный скотч. Красота. Бэм. У меня в планах опубликовать такое мега подробнейшее, огромное руководство по установке металлопластиковых окон в такой каркасник. Нечто из разряда, если посмотрите это видео, то другие видео по установке окон, по крайней мере в каркасник, смотреть не надо. Делать такое? Вот, в общем, как-то так. Что думаете, дайте знать. Не забывайте лайкануть и подписаться. Котик, ты унюхиваешь здесь? Плесень или еще что-то, или только безобразие предыдущих строителей.